Тема 781. Инстапринтер в аренду. Инстапринтер – это новомодный аппарат для печати фото из Инстаграма и других социальных сетей. О первом таком аппарате в России я уже писала некоторое время назад. Бофт – аппарат для печати фото из Инстаграма. Его изобретатели предлагали всем желающим бизнес по франшизе, как и другие производители подобных аппаратов, например, Инстамата. То есть предприниматель единоразово покупает этот принтер, киоск, будку, их так называют, потому что они выглядят довольно массивно, устанавливает его вместе с высоким человеческим трафиком, и зарабатывает на том, что люди подходят и за небольшую плату печатают на бумаге фотки из Инстаграма. Новая схема бизнеса с инстапринтером. Сегодня я встретила другую схему использования инстапринтера, и здесь доход идет не от 50-100 рублей за фотку, а от аренды всего аппарата за несколько часов работы. А кому можно предлагать инстапринтер в аренду? Коммерческим предприятиям. Оказывается, те могут извлечь из этого аппарата большую пользу, пиар в социальных сетях и приобретение большого количества контактов. Как так получается, вы можете узнать из видео одного предпринимателя, который предлагает подобный аппарат в аренду. У него этот инстапринтер называется Мопицла. Схема получения новых контактов арендатора инстапринтера. Средняя коммерческая фирма проводит несколько мероприятий в год, на которые приглашает посетителей. Обычно приходит несколько сотен человек. И обычно люди любят на этих мероприятиях фотографироваться и выкладывать свои селфи в социальных сетях. Фирма, организующая мероприятие, придумывает специальный хэштег для данного мероприятия, который его посетители и указывают при публикации своих фоток. В обмен фирма предлагает им бесплатно распечатать свои фотки при помощи инстапринтера, тут же, не сходя с мероприятия. Сообщения в социальных сетях получают репосты, фотографии посетителей мероприятия получают множество лайков, потому что у каждого из них есть немалочисленный круг друзей. В итоге в просмотр фотографий вовлекаются не только те, кто пришел на мероприятие, но и в 100 раз больше людей. Этих людей фирма может отследить, по хэштегу, репостам и лайкам, и пригласить в друзья. Например, при помощи инстапринтера Мопицла была проведена презентация Toyota RAV4. На это мероприятие пришли 460 человек. После того, как посетители пофотографировались, напечатали свои фотки и разместили свои селфи в социальных сетях, они получили 128 репостов, в Инстаграме и ВКонтакте. Фотографии собрали 1,0864 лайка, а общий охват аудитории составил 5,8642 человека. Стоимость аренды инстапринтера. Мопицла не говорит, за какую цену предлагает инстапринтер в аренду. Но если она в видео упоминает цифру, что каждый контакт обошелся фирме в 14 копеек, получается стоимость эксплуатации инстапринтера за 4 часа аренды. 58 642 0 часов 14 минут рубля равно 8210 рублей. Это гораздо больше, чем этот аппарат принес бы денег, если бы просто стоял в торговом центре и ждал любителей печатать фотки из социальных сетей. По расчетам той же Мопицла, это приносит в среднем 72 тысячи рублей в месяц. Правда, эта сумма не учитывает стоимость аренды площади, так что реальная сумма может быть меньше. Вот если бы у вас был собственный инстапринтер и вы сдавали его в аренду коммерческим фирмам, то, не платя за площадь помещения, могли бы зарабатывать с его помощью чистыми по 8000 рублей за 4 часа. Хотя, нашла другую нашу фирму, Photobootcap.org, та сдает в аренду свой инстапринтер по 19 тысяч рублей за 4 часа. Другими словами, имея на руках один инстапринтер, можно зарабатывать гораздо больше, чем жалкие 72 тысячи рублей в месяц. Не зря мне часто пишут с вопросами, где его купить. Реальный пример подобного бизнеса. Можно принять указанную схему и расчеты рекламной информацией. Если бы не пример одной предпринимательницы из Австралии, Аннабель Смит, которая взяла на вооружение именно такую схему бизнеса. Она работала одно время в Нью-Йорке и увидела, как многие фирмы используют на своих мероприятиях инстапринтеры для пиара себя и своей деятельности в социальных сетях. Вернувшись в Австралию, она захотела тоже арендовать для своей акции подобный инстапринтер, но быстро поняла, что там подобного нет и в помине. Там вообще не было инстапринтеров, не то чтобы можно было их взять в аренду.
И она решила сама заняться подобным бизнесом. Сначала она хотела заказать инстапринтер в США, но почему-то фирмы-производители отказались поставлять свои автоматы в Австралию, не были в этом заинтересованы. Тогда Аннабель Смит решила производить их сама. Она создала, при помощи IT-фирмы и дизайнерского агентства, вот такой удобный, для перевозки, инстапринтер. Создала бизнес под названием Sochi Yal Playground, сайт sochiyalplayground.com.ua и с его помощью начала сдавать свой инстапринтер в аренду. Начала предпринимательница свой бизнес в конце 2013 года. Буквально сразу после выпуска пресс-релиза, даже когда у нее еще не было прототипа инстапринтера, она получила множество заявок, которые, кстати, и стали финансовым вложением в создание своего принтера. Вы сами можете проследить по страничке компании Fachback, fachback.com/sochiyalplayground и в Инстаграме, instagram.com/sochiyalplayground в каких мероприятиях молодая компания участвовала и как развивался ее бизнес. Мероприятий действительно много. От небольших вечеринок и свадеб до презентации известных компаний, прочих местных мероприятий и до участия в открытом чемпионате Австралии по теннису. Именно участие в открытом чемпионате Австралии по теннису дало развитию бизнеса мощный толчок, можно сказать, что сдача инстапринтера в аренду идет на пользу не только арендатору, но и самому арендодателю, ведь социальные сети раскручивают не только мероприятие и его спонсора, но и инструмент печати фото из Инстаграма. Сегодня компания Sochi Yal Playground имеет 4 постоянных сотрудников и 40 внештатных, несколько филиалов в разных странах и зарабатывает больше $1 миллиона в год, такой успех всего за 2 года существования. Кстати, компания Sochi Yal Playground продолжает искать партнеров по всему миру, которым предлагает коммерческую лицензию. В России у нее представительств еще нет, зато уже есть партнеры в Великобритании, Новой Зеландии, Сингапуре и уже заключены договоры с Дубаем, Катаром, Данией и Исландией. Попробуйте, может быть, это ваш шанс начать новый перспективный бизнес в России при поддержке австралийской предпринимательницы, не побоявшейся разработать собственный инстапринтер. Либо вы можете пойти своим путем, что тоже перспективно в наше время, когда количество пользователей социальных сетей и вовлеченность в них людей постоянно увеличивается. Мне кажется, этот бизнес чем-то схож с коммерческой съемкой дроном, такой же новый, основанный на новом техническом средстве извлечения прибыли, в который многие не верят, но поверят, когда свободных ниш уже не останется, на рынке станет тесно от предлагаемых услуг.